Не могу пройти мимо. Привет, друзья! С вами Галя Карен, и сегодня мы отправляемся вместе со мной на прогулку в один из самых значимых и самых моих любимых музеев Барселоны – музей Пабло Пикассо. Этот музей открыл свои двери для посещения в 1963 году. Почему этот музей мой самый любимый и почему он самый значимый? Потому что он очень компактный, информативный, содержательный, и он охватывает несколько периодов, практически все периоды творчества Пабло Пикассо. А было их немало. Это был ранний период, поздний период, классический период, период кубизма, сюрреализма, африканский, также периоды розовый, голубой, военный период. Пабло Пикассо прожил очень долгую творческую жизнь и умер в 92 года. И за это время он создал более 20 тысяч работ, представьте себе. И сейчас мы отправляемся посмотреть этот музей вместе со мной. Подписывайтесь на мой канал. Погнали! В музее Пикассо есть постоянная экспозиция и временные выставки. И музей достаточно изменчивый и мобильный. Что это значит? Даже постоянная экспозиция периодически меняется, потому что Пикассо действительно написал за свою жизнь большое количество картин, поэтому в его фонде накопилось много работ, и постоянно экспозиция изменяется, дополняется и показывают новые работы. Одним из условий открытия музея Пикассо в Барселоне со стороны самого Пикассо было то, что он передает городу как донацию часть своих работ, и город открывает музей для посещения. В 1970 году были отфотографированы все работы Пикассо, которые есть в этом музее, и как раз первый зал нас знакомит с этими работами. Может быть, это удивительно, но один из самых необычных и переменчивых художников современности также начинал с классики, также получил классическое академическое образование, потому что художники тех периодов обязательно получали академическое образование и потом уже могли экспериментировать со стилями. Вот, пожалуйста, начинал он с классических портретов. Ему было всего 14 лет, когда он уже писал практически как взрослый художник-портретист, но чуть позже Пикассо начинает экспериментировать со стилем. Еще одна тема, которая проходит через его творчество, кстати, это работа руки его отца, который также был художником. Это тема голубей. Через все стили эта тема проходит всю его жизнь. Через всю творческую карьеру Пабло Пикассо мы можем проследить влияние различных художников и разных стилей. И, конечно же, на него оказали влияние импрессионисты. В классической живописи портрет должен был выписать был четко, и также пейзаж. Но импрессионисты вдохнули новую жизнь в пейзажную живопись. И посмотрите, тут уже чувствуется влияние, когда Пикассо начинает экспериментировать со стилем и начинает писать мазками в стиле импрессионизма. Пикассо в юные годы активно участвует в конкурсах. Об этом я подробно рассказываю в своем видео, посвященном Пабло Пикассо. Ссылка будет дана в описании. Небольшой зал знаменитого парижского периода Пабло Пикассо. Пабло Пикассо был не только художником, но также он был скульптором, дизайнером и керамистом. Его увлечение керамикой пришло к нему в конце его жизни. Но и тут он все делал по-своему, вопреки правилам, по которым расписывается керамика. Пикассо является автором стиля кубизм, но очень часто, когда он писал портреты, он смешивал стили. И портрет его последней жены, это его официальная вторая жена и последняя его спутница Жаклин, написан в стиле кубизма, сюрреализма и экспрессионизма. И посмотрите, какая работа с цветом. Несмотря на то, что он приходит уже к более простому и немножко примитивному стилю, он все равно продолжает оставаться очень хорошим живописцем. Залы музея, посвященные голубому и розовому периоду в творчестве Пикассо. В это время он обращается к теме социального неравенства. Периодически он к этой теме обращается в течение всей своей творческой жизни, но в этот период особенно. Его очень волнует тема социального неравенства малых людей, нищеты, боль, страх. И также в этот период он с удовольствием в этом стиле пишет крыши Барселоны.
Кубизм – это стиль, в котором искажается традиционное понятие о перспективе, но более подробно об этом я рассказываю на своих лекциях и уроках по рисованию. Одна из секций музея посвящена работе Пикассо над картиной «Менины». Да, как я уже говорила, на Пикассо влияли разные стили, разные художники. И одним из этих художников был Диего Веласкес со своей картиной «Менины». Пикассо создал свою версию этой работы. Его так увлекла работа, что в период с августа по декабрь 1957 года он создал 85 работ. Посмотрите. Вот она, тема голубей, которая проходит через все творчество Пикассо. Голуби для него – это символ свободы. Не могу пройти мимо портрета Жауме Собортеса в стиле кубизма. Собортес – это верный друг, соратник и секретарь Пабло Пикассо, который очень долгое время вел этот музей, потому что Пикассо находился в эмиграции. До 1975 года, до того, как умер Франко, он решил не возвращаться в Барселону. То есть вернулся только тогда, когда спал режим Франко. Поэтому Собортес – это важная часть жизни Пабло Пикассо. В музее есть магазин, есть кафе и ресторан. Билетик в музей стоит 15 евро. Также вы можете купить паспорт, в который включает в себя 6 основных музеев Барселоны. Об этом я рассказывала в одном из своих шортс. Ссылку также дам в описании. И что ж, с вами была Галя Карен. Надеюсь, вам понравилось. Это один из самых интересных и посещаемых музеев Барселоны. И я провожу живые экскурсии в Барселоне. Приходите, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. До новых встреч.